Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор. Курс доллара, курс рубля, курс евро. Что там происходит с нефтью, золотом, другими активами. Давайте рассмотрим, а также основные события, которые на это оказывают влияние. Итак, друзья, давайте рассмотрим, что нас ожидает по рублю, какие движения с утра, исходя из текущей ситуации и из того, что происходит на рынках. Так, ну вот вчера в воскресенье работали ближневосточные биржи. И, соответственно, Саудовская Аравия и Израиль в легкий минус отторговались. Ну, Израиль, конечно, попроседал, но ничего такого страшного на текущий момент в этом нету. Итак, сегодня с утра немножко корректируется нефть. Сегодня относительно спокойный день. Сегодня нас ждет макроэкономическая статистика в 5. Это продажи на втор рынке жилья в США. Вот здесь, я думаю, будет колебательное движение. Потому как сейчас с недвижкой, дела не очень хорошо обстоят с продажами. Сегодня вот у нас такие события корпоративные по российским компаниям. Единственное, что напрягает, это текущая ситуация с ковидом. Несмотря на то, что на последний день мониторинга общее мировое количество случаев просело, но в США взорвался. Пошел вообще очень мощный рост новых случаев. И поэтому США в ближайшее время могут какие-то события быть, которые крайне негативные отразятся на фондовых рынках. Помните, я вот дней 10 назад говорил, что вот эти беспорядки, они приведут к такой ситуации. Вот сейчас мы видим, как разворачивается рост новых случаев. И это именно благодаря тому, что были беспорядки, которые привели к тому, что люди нарушали условия социальной дистанции и так далее. Соответственно, вот это у нас сейчас источник риска. Но при этом вот постил данные по Baltic Dry, это стоимость морского фрахта сухогрузов, она вообще в космос улетела. То есть в 1,5 раза рост за неделю, такого я вообще как бы редко когда помню можно было наблюдать. И вот то, что такой рост идет, это говорит о том, что очень большой спрос на морские перевозки. Вопрос только, что они там возят. Готовую продукцию или какое-то вооружение? Надеюсь, что готовую продукцию. Так, ну вот состав индекса MSCI Russia, то есть я вот опубликовал, если кому интересно, какой баланс по нашим российским компаниям идет, можете посмотреть. Действительно, здесь есть определенная взаимосвязь между изменением объема в позиции и, соответственно, динамика цены ценной бумаги голубой фишки на российском рынке. Так, ну вот я постил в телеграм-канале по поводу трагического случая, связанного с использованием сервиса Robinhood. Это определенный сервис американский, который позволял частным инвесторам заниматься инвестициями, при этом он показывал там количество позиций, и вроде как на этом определенному количеству людей удавалось зарабатывать деньги. Ну, кому-то удавалось, кому-то, к сожалению, не удавалось. Такова реальность. Случай трагичный, но обращаю ваше внимание, не надо искать Грааль. Его нет. Грааль в голове каждого человека и в руках. Так, друзья, вот пару слов о ВИКСе, так называемый индекс страха. Вот у нас на прошлой неделе пошло его снижение, несмотря на вторую волну ковида и так далее, но не допадал. Вот он должен был вернуться сюда, и тогда можно сказать, что все хорошо, все восстанавливается, и рынки уверенно растут. То есть действительно есть какие-то объективные обстоятельства. Пока он сюда не вернулся, ситуация остается подвешенная. Ну и вот по дневке такая ситуация по ВИКСу, что мы на этой неделе вполне можем увидеть рост волатильности. Рост волатильности – это риск для мировых фондовых рынков. Единственное, какой здесь есть положительный момент, что нас сейчас будет держать, это конец полугодия. Конец полугодия – это бонусы управляющих. Соответственно, до 1 июля, скорее всего, рынку завалиться не дадут. Либо боковик. Вот до 1 июля мы будем наблюдать. Или мы, возможно, даже увидим рост на этой неделе. Потому что надо закрыть полугодие, бонусы по кармашкам разложить, яхты купить. И вот на фоне таких ожиданий, скорее всего, будет определенный позитив и не дадут рынкам просесть. Но по дневке обращаю внимание, что вот по дневке он должен, где-то, по крайней мере, вот сюда вот сразу в понедельник, во вторник сходить. То есть он должен вырасти и рынок должен просесть. Но к концу месяца
То есть это что у нас будет? Это у нас будет начало следующей недели или конец этой недели, когда фиксируют данные по росту там фондов, котировок и так далее. И вот после этого вполне как бы может быть рывок волатильности 1 июля или в конце июня, там 30 числа. И мы можем увидеть вполне как бы тестирование вот этой верхней крышечки. Поэтому надо внимательно следить за этим, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Так, дальше фьючерс на индекс S&P, ну, это точнее SFD на фьючерс. Смотрите, здесь какая ситуация. Вот прошлую неделю мы в целом как бы восстанавливались, но в пятницу, конечно, завалились. Сейчас идет технический отскок. Открылись мы, конечно, не очень хорошо. 3052 пощупали, это сильный уровень по фьючерсу. Но потом вроде бы все это дело отскочило. И сейчас у него ближайшая цель движения находится в районе 3118. Я не знаю, на этой неделе, скорее всего, на 3130 пустят, не пустят нас, но и завалиться, я думаю, точно ему не дадут. Пока вот не будет закрыто полугодие, его, скорее всего, где-то в этом диапазоне и будут удерживать. Так, друзья, ну на самом деле по 4-часовику ситуация у него более или менее приемлемая. Она указывает на то, что, скорее всего, его все-таки на 3120-3130 сегодня отправят. Это было бы очень хорошо для фондовых рынков и для российского. Какие здесь есть риски? Риски здесь есть следующие. Они связаны с тем, что он будет откатываться и все-таки пробьет 3052. Вот если он 3052 пробьет и закрепится, то сразу после этого будет молниеносный удар. И цель этого удара будет движение вот сюда, вот в этот диапазон. Вот. Соответственно, такое движение, оно приведет к тому, что рынки будут проседать, и рубль будет ослабляться и к доллару, и к евро. Вот. Но сейчас вроде бы наметилось положительное движение, которое все-таки его на 3120 должно отбросить сегодня или завтра. Но если вот пойдет пробой 3052, то будьте готовы к тому, что начнется очень мощная просадка по российскому рынку. Ну, по крайней мере на 1-2, а то и 3% по многим бумагам мы сходим вниз. Так, ну вот китайский рынок, китайский индекс сегодня торгуется хорошо, позитивно. Национальный банк Китая сохранил ключевую ставку на предыдущем уровне, менять ее не стал. Вот то, что такое движение по Китаю идет, это плюс для российского чермета. То есть для НЛМК, Северстали, ММК с утра, скорее всего, будет позитивная динамика по данным компаниям. Ну и курс юань-доллар никаких проблем на текущий момент не предвещает. Так, друзья, ну далее индекс доллара. Смотрите, неделька, в общем-то, закрылась не очень хорошо. Она закрылась ростом выше сильного уровня. И теперь наиболее вероятный сценарий у нас начнется постепенное укрепление доллара ко всем валютам. На этой неделе, конечно, здесь более вероятно будет боковик, но с учетом конца полугодия и квартала. Я думаю, что ему, наверное, все-таки сейчас пока выше не дадут идти. То есть вот он где-то вот в этом диапазоне будет колебаться, а там, когда 1 июля наступит, он рванет, ну как минимум сразу вот сюда, может быть повыше. Какой здесь есть критический момент? Критический момент – это пробитие на объеме 97.65 по индексу доллара и закрепление выше этого значения. Если таковое происходит, то никакая магия уже не может иметь место быть. Он, скорее всего, пойдет вот сюда, вот, и все это будет безостановочное движение. Если такое происходит, то, соответственно, евро, фунт, рубль будут ослабляться. Вот. Но я думаю, что на этой неделе мы увидим вот здесь вот будем прыгать вот в рамках этой консолидации в районе сильного уровня. А где-нибудь либо 30 июня, либо 1 июля, либо после 1 июля мы, я думаю, наиболее вероятно увидим укрепление доллара к валютам. Ну и на текущий момент, вот видите, он закрепился выше сильного уровня, показал, что будет рост, но сейчас, тем не менее, идет технический отскок в рамках этого диапазона. Вот. И вот в зависимости от закрытия этого часа, либо мы увидим здесь подтверждение разворотной формации и движения вот сюда вот к новому локальному максимуму на 97,7, или же мы сейчас пробьем
97,4 и будем проваливаться под 97,35. Я думаю, вероятность того, что он закрепится выше 97,7 в ближайшие дни, она не очень большая, она, конечно, есть. Вот, если таковое произойдет, и он начнет торговаться над этим значением, то я думаю, он очень быстро пойдет сюда. Вот, что на текущий момент, я думаю, ему сделать не дадут пока что. Поэтому вот этот наиболее предпочтительный диапазон, у него хождение. И, соответственно, на этой неделе мы, скорее всего, увидим и движение валют где-то в диапазоне. Так, давайте доллар-евро еще посмотрим. Ну вот, в общем-то, по недельке получается разворотная формация с ослаблением евро. Сейчас должна быть небольшая проторговочка, и потом, скорее всего, движение вниз продолжается. Так, ну вот по дневке видно, не допадали. Цель была 1, вот сюда вот 1,11. Но сейчас, скорее всего, удержит, будет проторговка. Вот, движение на 1.11 будет только если пробьет 1,1163. Вот пробой на объеме данного значения сразу вводит на 1,11. Пока здесь, скорее всего, боковичок. Вот, может быть, даже какой-то отскок будет вот сюда, в этот диапазон. Так, ну вот на часовике пытается он здесь обозначить границы вот этого диапазона, в рамках которого в ближайшее время, скорее всего, он будет торговаться. Это 1,1174, а 1,12. Вот. Ну, может 1,12 пробить, вот сюда сходить пощупать. Точнее, даже у него вот здесь есть цель 1,1215. Вот сюда его могут вполне затащить. Но, скорее всего, в ближайшие дни или на этой неделе, в начале следующей, вот он где-то будет ходить в этом диапазоне 1,1167, 1,1250. То есть у него колебательный центр находится здесь. Так, друзья, далее нефть, смотрите. Но по нефти там соты с FTSE достаточно позитивные. Они указывают на то, что текущая цена, она вполне адекватна. Вот, и поэтому на этой неделе наиболее вероятно мы либо будем вот в диапазоне 39,8, 42,5, или даже попробуем протестировать, пробить вот эту крышечку и сходить. Сначала закрыть гэп на 45,5, потом, возможно, потестировать, забраться в диапазон 47,57, вот сюда вот. Какие есть доводы в пользу такого движения? В пользу такого движения доводы у нас то, что добыча сокращена, восстановление, выход с карантина более или менее идет, количество вышек упало катастрофически в США, то есть там вообще какое-то дикое совершенно падение. Там количество в районе 180 с хвостиком активных вышек. Такое количество, оно соответствует ценам на нефть от 50 до 70 долларов за баррель. Вот, поэтому здесь достаточно высока вероятность того, что этот диапазон все-таки затащат. А вот что будет дальше, это уже посмотрим. Так, ну вот в пятницу еще вышли данные по розничным продажам в России. Они показали значительную просадку, более чем предполагалось. И восстановление протекает не так, как запланировано. Так, ну и вот еще вышли данные по ВВП, минус 10%. Ну, то есть падение, оно на самом деле, я думаю, значительно больше. То есть 10% это с учетом всевозможных технических инструментов, которые позволяют выйти на нужное значение. Вот. Но с учетом того, что очень высокая корреляция между приростом ВВП и изменением цены на нефть, то с учетом того, что мы сейчас видим рост цены на нефть, и скорее всего до середины июля, наверное, ну или по крайней мере до 5 до 10 июля, скорее всего, рост продолжится, то вот данное обстоятельство, оно будет ВВП вытягивать из минуса. Вот. Но посмотрим, как здесь будет развиваться со второй волной. Если вторая волна все-таки экономику не сломит, то есть все перспективы вот это восстановление продолжить и картина улучшится. По крайней мере до сентября. Так, друзья, но возвращаясь к нефти, у нас по дневкам диапазон сейчас торговый 40.38, 43.41. Соответственно, пробой любой из этих границ на объеме и закрепления приведет к сильному движению. Текущая ситуация указывает на то, что особой энергии для роста нету. Нефть начинает толкаться вот вблизи 43-41. Здесь, возможно, двойную вершину нарисует. Хотя, в общем-то, исходя из того, как упали вышки, и того, что сокращение, оно все-таки опережает рост, то здесь есть все шансы какой-то задерг провести.
Но с другой стороны, вот по нефти, что должен сказать по бренду? Если будет пробой 40.38, 40,3 диапазона на объеме, то скорее всего нефть будут валить и роста ее ожидать не стоит. Вот сейчас здесь на 4-часовике идут формации, которые указывают на то, что рост вот этот технически завершен, и несмотря на то, что на более длинных таймфреймах должен быть задерг в диапазон 47-57, вот скажем так, вот этот более короткий график, более короткие таймфреймы указывают, что скорее всего не будет никакого задерга, в лучшем случае будет консолидация в диапазоне 40-38, 42 и 9, а вообще как бы может быть даже просадка и возврат вот сюда под эту зеленую линию. Вот. Но на самом деле, я думаю, движения вниз по нефти до 1 июля не будет. Здесь либо мы будем двигаться в этом диапазоне, либо пытаемся все-таки на 45 выстрелить, так или иначе. Ну и по часовику мы находимся в проторговке, либо от текущего значения, точнее даже от диапазона 41.77 до текущего значения мы отрикошетим и начнется рост, цель которого 42.68, 42.92. Или если мы сейчас в ближайшее время этот диапазон пробиваем, пойдет просадка. Вот, и соответственно в случае пробития вот этого значения 40.83, то отсюда скорее всего разовьется уже более серьезная корректировка, цель которой будет 40,3. Вот сейчас по нефти ситуация неопределенная, но она в ближайший час-два разрешится. Вот, и соответственно, если будет здесь разворот, это будет позитив для нашего рынка и для рубля. Если все-таки разворота не произойдет, то увидим просадку и движение вниз. По идее, с учетом того, что позитив по Китаю идет, и Америка все-таки так или иначе отскочила, я думаю, что все-таки должны здесь вытянуть и немножко хотя бы сходить наверх. Так, рубль-доллар в боковике, хотя по данным SOTS FTC, американские трейдеры нарастили лонги по рублю, там, по-моему, до 12 тысяч. Само значение небольшое, но рост где-то на 50% за неделю. Так, что касается движения доллар-рубль. Смотрите, помним, в среду у нас размещение УФЗ. До среды без серьезного провала по нефти доллару укрепляться особо никто, скорее всего, не даст. Что касается сегодняшнего движения, у нас есть сильная поддержка, это 69.14. Если она на объеме пробивается и происходит закрепление, то отсюда сразу будет провал 68.61 и потом 68.38. Такой сценарий на текущий момент, с моей точки зрения, маловероятен. Здесь, скорее всего, мы увидим боковик в диапазоне 69.17, 69.68. Вот пробитие этой верхней крышечки, которая 69.70, оно очень вероятно может привести к тестированию вот этого диапазона 70.13. Так, ну и что касается открытия, смотрите, вот если на открытие будет пробой 69.41, 69.40, это USD Tomorrow часовой таймфрейм, то мы сразу увидим отсюда молниеносное движение, цель которого будет закрыть 69.29, 69.31, сходить вот сюда, вот в этот диапазон. Вообще, это может быть колебательное движение сегодня, и нижняя граница этого колебательного движения 69.2, 69.15. Вот пробой данных значений на объеме сразу будет проваливать и попытается его тогда свозить на 68.55. На самом деле таких резких оснований для движения по укреплению рубля на текущий момент нет. Оно пойдет на данное значение, если нефть ударит на 45-47. Поскольку, судя по часовому таймфрейму, такого сегодня не ожидается движения, то, скорее всего, вот если мы пробиваем вот эту нижнюю граничку, то мы сюда задернемся, потом вернемся в район 69.43. Вот. А вообще, я думаю, с утра все-таки более вероятно то, что мы увидим по факту пробоя 69.47, задерг, цель которого будет сходить на 69, 60, 69, 67. Вот сюда, вот в этот диапазон. В идеале у него цель движения 69.89, вот сюда вот. Но с учетом того, как все это самое немножко замедлилось, вот, то, наверное, все-таки будет колебательное движение не очень большое, где-то вот в этом диапазоне.
Вот. Потом посмотрим, что будет к обеду по нефти и по S&P. Исходя из этого, картина может немножко измениться. Но в целом, я думаю, сейчас все замрет. Почему это произойдет? Потому что с одной стороны идет волна ковида. Она уже в США просто вообще огромных размеров достигла, вторая. С другой стороны, нужны бонусы тем, кто управляет фондами. И поэтому ситуацию приморозят, а после 1 июля, скорее всего, развернут знамена. Так, друзья, далее евро-рубль. Ну, смотрите, прошлую неделю отпадали практически до сильного уровня, который 77.45. Так, на поддневке вот немного не дошли, видно. Такое движение связано с тем, что евро к доллару ослабился, и поэтому оно просело более существенно. Сейчас на текущий момент, скорее всего, будет технический отскок вверх, укрепление евро. Вот смотрите, здесь если только будет пробито 77.59, тогда мы увидим. Так, друзья, что касается часового таймфрейма, здесь наиболее вероятный сценарий — это технический отскок, цель которого 77.85, 77.9, вот сюда, вот в этот диапазон. Я думаю, с утра вот на открытии мы куда-то сюда вот быстренько сгоняем, будет отскок. Вот. И здесь, если потом пойдет проторговка, то мы увидим дальнейший рост евро к рублю. И после того, как закрепимся в этом диапазоне, то, соответственно, цель движения у нас будет сходить на 78. Если что-то пошло не так и пробиваем 77.58, то здесь уже у нас сразу идет пикирование на 77.5. Вероятность такого события очень маленькая. Я думаю, более вероятно мы увидим движение вот отсюда в диапазон, вот сюда вот. Это наиболее вероятно, я думаю, сейчас прям туда и полетим. Так, друзья, вот по золоту все ожидания по снижению они не оправдались. Ну, смотрите, видимо, вторая волна и вообще как бы общий такой нервный фон задернули на 1760. Видите, сейчас вот перешли в этот самый верхний диапазон. И, соответственно, оно, если здесь закрепится, то на этой неделе мы уже увидим 1800. А вообще, как бы рост золота в конце месяца, квартала и полугодия, это, я думаю, не очень позитивный знак. Итак, смотрите, то, что касается золота. Если у нас не будет на этой неделе пробития 1759, то есть если мы удерживаемся выше этого значения, это весьма вероятно означает, что мы увидим движение 1800, возможно 1825. Вот как только происходит пробой вот этого значения, то здесь первая цель движения это 1754. И далее по факту пробития 1751-1750 пойдет провал сюда вот в этот диапазон. Локально, если рассматривать ближайшие часы, удержание вот этой позиции, то есть если мы не пробиваем 1765-1764,5, то это будет означать, что по факту вот этого накопления позиций мы увидим в самые ближайшие часы тестирования на пробой 1776. Если мы пробиваем вот этот диапазон, то у нас идет сначала движение 1762 и потом тестирование на прочность 1758. Вот, я думаю, здесь наиболее вероятно мы сейчас увидим после некоторой проторговки дальнейшие рекорды по золоту и движение вверх. Да, вот 15-минутка подтверждает, что сейчас наиболее вероятный сценарий это накопление позиций и потом дальнейший удар. Дальнейший удар, первая цель это движение на 1772, и в случае закрепления здесь будет, я думаю, быстренький пробой вот этой двойной вершины и движение сначала на 1790, потом на 1800 потянут. Если локально вот здесь вот пробой 1764,5 происходит, цель движения сначала 1763, потом 1761. Вот. И пока не пробит 1758, оно будет здесь болтаться, накапливать позиции и пытаться выстрелить. Все, спасибо за внимание.